Невероятно умелый лесной охотник, от которого нет спасения даже быстрым и ловким соседям. Разнообразие тактик позволяет найти подход к любой добыче, и порой даже превышающее в размерах животное не в силах избежать печальной участи. Ведь скорость и настойчивость вместе с огромными когтями не оставляют беглецам шансов. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – тетеревятник. Среди всех представителей семейства истребиных тетеревятник выделяется наиболее впечатляющими размерами. Как и положено у хищных птиц, по этому показателю самки заметно превосходят самцов. Достигая в длину до 60 сантиметров, они могут весить свыше 1,5 килограммов. Предпочитая лиственные и хвойные леса, эти пернатые являются непревзойденными мастерами скоростных полетов в самых стесненных условиях. Относительно короткие крылья позволяют избежать столкновения с ветвями, а длинный хвост, словно руль, способствует моментальной смене направления. Поэтому всем, кто уступает, а порой и превосходит ястреба в размерах, стоит быть начеку, ведь от этого хищника не получится спрятаться. Тетеревятник очень территориален, и на своих охотничьих угодьях он отлично знает все выгодные места, подходящие для выслеживания добычи. Это словно сторожевые вышки, откуда зоркий охотник пристально осматривает окрестности, и стоит лишь подходящей мишени попасть в поле зрения, как ястреб словно ураган срывается с места. Он способен развивать внушительную горизонтальную скорость, порой превышающую отметку в 60 км в час, чего более чем хватает, чтобы настигнуть большинство из излюбленных мишеней. Это довольно расчетливый охотник, и часто преследуя жертву, он корректирует полет таким образом, чтобы оказаться прямо за хвостом цели, что лишает ее возможности увидеть своего преследователя. И такая тактика заметно облегчает задачу. Собирающиеся большими группами голуби могут показаться доступной добычей, особенно для столь быстрого мастера маскировки. Но внешность обманчива, и эти птицы славятся своей бдительностью, маневренностью и впечатляющей скоростью. Однако тетеревятник лучше других знает, что мокрое оперение лишает главного преимущества даже самого быстрого летуна. Поэтому засада возле водоема часто становится беспроигрышным вариантом. В арсенале эффективных тактик есть и особый прием, способный удивить даже бывалую птицу. В то время как большинство пернатых хищников предпочитают налет с высоты, позволяющий набрать максимальную скорость во время уменьшения дистанции, тетеревятник, напротив, способен устроить атаку снизу. Пролетая возле ветвей, он остается незаметным на фоне растительности, но в решающий момент предприимчивый охотник лихо взмывает вверх, и появление смертоносных когтей становится для жертвы полной неожиданностью. Молниеносная атака мгновенно обездвиживает цель, и ястреб за считанные секунды вновь исчезает в тени, чтобы лишний раз не выдавать свое присутствие. Врановые – чрезвычайно умные и находчивые птицы, но даже превосходный интеллект вряд ли поможет сороке предугадать появление огромного и решительно настроенного врага. Ежедневно тетеревятник спускается к воде не только для утоления жажды, но и чтобы привести себя в порядок. Этот ритуал имеет чрезвычайную важность для птицы, ведь после каждой охоты, в ходе которой борьба может проходить не только в воздухе, перья нуждаются в особом уходе. Тщательная чистка и придание оперению первозданного вида позволяет ястребу поддерживать максимальную скорость в полете, что часто имеет решающее значение при внезапной атаке, поэтому никакой холод не становится помехой для привычных водных процедур. Вполне солидные размеры и вес позволяют тетеревятнику не ограничиваться другими пернатыми, поэтому даже зайцеобразным не стоит расслабляться, ведь находясь в воздухе, ястреб способен нагнать даже быстрого наземного бегуна. Но кролика нельзя назвать легкой мишенью, ведь его способность моментально менять направление эффективна и против воздушной атаки.
Не желая мириться с таким ходом событий, охотник возобновляет преследование. Но в самый последний момент кролику удается снова и снова оставлять противника позади. Однако волей случая часто стремительные атаки все же имеют успех, и даже опытному в забегах зверьку не удается покинуть мертвую хватку. Учитывая скорость, внезапность и предприимчивость птицы, зачастую добыча даже не успевает среагировать. Трудности могут возникнуть, когда цель ястреба заметно превосходит в весе его самого. Но голодного хищника это не смущает. Поэтому погоня за, казалось бы, неуловимым зверьком набирает обороты. Невероятно длинные прыжки быстро уносят кролика вперед. Но наверху нет препятствий, поэтому птице остается лишь следовать за мишенью и выжидать подходящий момент для атаки. Плотный мех наделяет беглеца неплохой защитой от когтей, поэтому нужна невероятная точность, чтобы обездвижить такую добычу. Совершить прицельный захват на такой скорости непросто, поэтому снова и снова цель избегает печальной участи. Однако настойчивости тетеревятника нет предела, поэтому, невзирая на сложности, он готов завершить начатое. И точный расчет вместе с максимально сильной хваткой наконец ставят точку в затяжной погоне. Большинство хищных птиц в преддверии холодов улетают на юг, но тетеревятник всю жизнь придерживается своих владений, и даже суровые зимы не заставят его покинуть собственное угодье. В это время года под прицел острых глаз часто попадают белки, быстрые и юркие грызуны, способные легко уходить от большинства хищников. Ястреб также не становится исключением, но он не собирается отпускать добычу, и, полагаясь на умение маневрировать среди ветвей деревьев, хищник предпринимает вторую попытку. В панике белка делает неверный ход, за который приходится заплатить самую высокую цену. Конечно, до непревзойденного мастерства охоты каждому тетеревятнику нужно пройти долгий и сложный путь. И даже если из беспомощного птенца удалось превратиться в самостоятельного охотника, это вовсе не гарантия успешного существования. Молодые птицы часто погибают, переоценив свои возможности. Эта черная ворона не самая простая цель, и одного удара неопытного ястреба не хватит, чтобы ее усмирить. Крупные врановые в экстренной ситуации способны дать отпор, во многом благодаря мощному клюву. И, целясь в глаз, ворона может лишить противника главного инструмента охоты, ведь без острого зрения пернатый хищник обречен на голодную смерть. Но этому тетеревятнику все же удалось занять выгодное положение, и ворона уже не способна сопротивляться. А значит, этот ястреб на один шаг ближе к превращению в одного из самых эффективных охотников леса. Несмотря на порой экстремальные условия обитания, популяция тетеревятников стабильна, ведь мастерство охоты, потрясающая настойчивость и невероятное обилие действенных тактик позволяют не остаться голодными в любое время года. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!